Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку, и сегодня мы говорим и обсуждаем тему Тейлор Свифт. Знаю ли я, во что я лезу? Да. Знаю ли я, чем это может мне обернуться? Тоже да. Мой канал, мои правила, мои темы. Говорю о том, что меня волнует. Для некоторых, возможно, то, что я сейчас буду рассказывать, вообще станет новой информацией. Кто-то вообще не в курсе, что что-то происходило и стоит что-то обсуждать. Для кого-то покажется эта тема очень какой-то маленькой и вообще непонятной почему. Но в этом ролике я хочу объяснить, что произошло в последние 2 недели с Тейлор Свифт, почему некоторые поклонники стали от нее отворачиваться, открывать глаза и смотреть на нее совсем по-другому, как это вообще коснулось ее брендинга и что вообще происходит. Сразу хочу сказать, что это не ролик, в котором будет обвиняться Тейлор Свифт во всех грехах или будет защищаться вообще от всего. Это ролик трезвого логического рассуждения на тему того, что произошло, как к этому отнеслись фанаты, что об этом говорят люди и вообще все те, кому не все равно. А в основном многие те, кто интересуется музыкой, в курсе темы, и им не все равно. Меня эта тема не отпускает и очень интересует во многом как пиарщика. Я изучал пиар, у меня степень магистра по нему. Мне интересна работа кризис-менеджмента, как вообще работает команда артиста в каких-то непредвиденных ситуациях, к чему это приводит и как они используют свою власть и своих поклонников для достижения своих целей. Тема на самом деле очень интересная, но, к сожалению, связана она с очень неприятными новостями. Короткая справка для тех, кто может быть не до конца в курсе. Случилось все 7 августа в городе Вена в Австрии, где 8, 9 и 10 числа Тейлор Свифт должна была провести 3 шоу в рамках своего знаменитого The Eras Tour. Полностью распроданные шоу, более 200 тысяч человек приезжали с разных уголков не только Австрии, но и всего мира, как, собственно, на все события, связанные с Тейлор Свифт. Люди копили огромное количество времени, планировали поездки, получали визы, приезжали, чтобы насладиться туром Тейлор Свифт. Но этого не случилось, потому что 7 числа нас всех потрясла новость о том, что днем были задержаны 2 подозреваемых, которые планировали совершение террористического акта на концерте Тейлор Свифт в Вене. Конечно, все очень сильно напряглись, всех повергло в шок. Несмотря на то, что это уже было довольно давно, лично у меня, я думаю, у многих из вас свежи воспоминания о Манчестере и концерте Арианы Гранде, что там случилось. Я до сих пор помню этот день в мельчайших деталях, как я просто не мог отойти от экрана. Я еще тогда работал в новостном паблике и освещал это событие. И, конечно же, это всегда очень страшные новости, которые можно прочитать. Конечно, тут можно сказать, что у них был счастливый конец, потому что спецслужбы предотвратили теракт, задержали подозреваемых, и ничего не случилось. Но довольно быстро, буквально в течение нескольких часов, было принято решение, как сейчас уже известно, с команды Тейлор и с ее подачи, что все 3 шоу в Вене, в Австрии, отменяют. Решение, сразу забегая вперед, очень мудрое, очень разумное, потому что всегда, как говорится, better safe than sorry. И несмотря на то, что правительство утверждало, что угрозы больше нет, потому что все должно было произойти еще до концерта, и это было связано с очередью, с людьми, которые стояли в очереди, все равно было решение не проводить эти концерты, решение абсолютно понятное, и решение, к которому вопросов ни у кого в целом не возникает. Теракта не случилось, но шоу отменили. Итог: около 200 тысяч человек оказались в Вене или уже были на пути в Вену, потому что буквально оставалось меньше суток до шоу, остались без концертов своей мечты. Конечно, это привело к огромному количеству слез, злости, расстройства. У многих сорвались планы, многие потратили огромное количество денег, сил и времени на эти концерты, но все понимали, что это к лучшему. Люди собирались в Вене в день первого концерта, оккупировали главные улицы города, дарили друг другу любовь, поддерживали, общались с полицейскими, ходили в огромное количество тематических заведений. Город Вена очень поддержал всех свифтисов, завлекал их как вообще угодно разными акциями, предлагал им кучу бесплатных ништяков. В целом в городе, по рассказам также моих друзей, царила атмосфера хоть и грустная, но очень, знаете, такая вдохновляющая, потому что люди понимали, что они все в одной лодке, они хотели поддержать друг друга, как-то обрадовать и подарить немножко улыбок и радости друг другу. Также, конечно, это все сопровождалось тем, что
В первую очередь поклонники в Вене, с другой стороны все остальные, кто тоже со стороны наблюдал за этой ситуацией, ждали, а что же случится со стороны Тейлор Свифт, что она скажет, может быть, она перенесет концерты, вообще какая будет ее реакция на происходящее, что она скажет поклонникам, которые остались, по сути, без концертов, многие в чужой стране. Все ждали, что же скажет их кумир, а кумир ничего не сказал вообще. Я специально подождал, прошло уже больше недели, я подождал ее первого шоу в Лондоне, чтобы дать ей абсолютно все попытки как-то выразить свое мнение по этой ситуации и в целом обратиться к поклонникам. Понятно, что в первую очередь ждали ее реакцию в первые 2 дня, потом уже 3 дня, 4, потом все поняли, что если что-то и случится, то уже когда она лично выйдет к публике на своем следующем концерте в Лондоне на стадионе Уэмбли, который не отменяли, который прошел по расписанию. Он прошел вчера от момента записи этого ролика, и на шоу ничего не случилось, оно прошло абсолютно в таком же формате, как все остальные, в радостном, потрясающем, ни слова о Вене сказано не было. И почему я записываю этот ролик, это то, что я хочу обсудить обе стороны медали. Во-первых, претензии, которые возникли у людей, которые возникли у меня, причем путем абсолютно простых логических мыслей. Что говорят люди, а также, с другой стороны, как ее пытаются защитить фанаты, какие они используют нарративы и почему они не видят в этом проблемы. Потому что сейчас некоторая часть фан-базы, например, за которой я могу наблюдать в моем комьюнити, поделилась на 2 части. Одни, которые, естественно, слепо защищают кумира и ничего не хотят слышать, а другие, которые говорят слова вроде разочарования и потери друга. И мне интересно разобрать обе эти стороны, как вообще, к чему это все привело и почему это проблема, потому что я это объективно вижу как проблему, если даже некоторые фанаты не готовы это признавать. У меня прям несколько пунктов прописанных, и я хочу обсудить каждый из них. Он будет касаться как нарратива проблемности этого момента со стороны Тейлор Свифт и ее команды, так и со стороны нарратива защитников Тейлор Свифт. Первый главный пункт — это, собственно, тотальное молчание со стороны Тейлор Свифт. Почему это не работает в ее случае? Потому что, конечно же, все прекрасно знают, что Тейлор Свифт — это артист, который строил весь свой брендинг с самого своего первого дня, своего первого же альбома на близости к фанатам, и у которых есть в неком, наверное, ключе парасоциальные отношения. Почему я сейчас их упоминаю? Потому что буквально вчера я прочитал очень интересную статью, которую написала Ксения из группы Motown Beat. И я вам прямо хочу вставить скриншоты данной статьи, почитайте, довольно интересное чтиво. Тут много рассуждается об отношениях, которые более-менее происходит с обязательством, и почему это работает со стороны артиста. И скажу честно, пусть я не до конца согласен с тем, что любое проявление отношений артист-слушателей — это что-то близкое к чему-то парасоциальному, я считаю, что многие из этих тейков можно подвести к банальному воспитанию, эмпатии и просто пониманию того, что ты не царь, а ты артист. А у каждого артиста есть не только привилегия, но и некая ответственность. Не та, в которой артист отвечает вообще за все, чтобы там, не знаю, воспитывать своих поклонников, быть для них там матерью, сестрой, лучшим другом, но та, где он может что-то сделать и сказать, когда это возможно и когда это не приносит никаких негативных последствий и поддерживает твой брендинг и твою связь с аудиторией, которая инвестирует свое время, деньги, эмоции в тебя как в артиста и в бренд. Второй мой пункт — это, наверное, самый популярный нарратив, который используют ее защитники, которые просто с закрытыми глазами что-то пытаются сказать, чтобы хоть как-то защитить кумира. Это то, что она никому ничего не обязана говорить, и вообще она ничем не обязана своим фанатам. Если честно, это довольно манипулятивная фраза, которая очень сильно эту ситуацию выводит на другой уровень, потому что, да, Тейлор Свифт не обязана ничего говорить своим поклонникам, точно так же, как она не обязана их уважать, она не обязана давать им концерты, она не обязана выпускать музыку, она вообще ничего не обязана, но она это делает. Соответственно, она выстраивает некую отношенческую цепочку со своей аудиторией. И мы об этом можем судить не только со стороны того, что человек должен и не должен, а также, что человек может делать и не может в обществе, в котором существуют некоторые неписанные правила и, как минимум, нормы этики. Тейлор Свифт — это человек, конечно, понятно, но также Тейлор Свифт — это огромная машина и это огромный бренд. И с точки зрения бренда, потому что когда ты бренд, твоей целью является заработок денег на людях, потому что Тейлор Свифт — это артист, и если люди не покупают ее музыку, соответственно, не приносят ей
доход, то она не работает как бренд и как артист. Соответственно, довольно логически представить, что существует некая логическая цепочка, которая приводит к тому, что Тейлор Свифт как бренд в целом обязана своим покупателям. Но также это рассматривается с простой точки того, что Тейлор Свифт, помимо бренда, это обычный человек, которому объективно должна быть присуща эмпатия, какие-то самые банальные нормы воспитания, которые понимают, что если что-то случается с тобой лично или с людьми, которые тебе близки, а она всегда заявляла, что ее фанаты самые близкие для нее люди, которая может на это хоть как-то отреагировать, поддержать добрым словом и в целом выразить хоть какую-то поддержку. Поэтому да, конечно, она не обязана ничего говорить, но с другой стороны, а хочется ли поддерживать человека, который считает, что он находится в том состоянии, на том уровне, что он не обязан общаться со своей аудиторией в кризисные моменты, которые были связаны непосредственно с мероприятием, которое проводила она и лицом которого она являлась. Третий мой пункт — это тоже, что часто почему-то используют ее защитники, это то, что ее пытаются сделать во всем виноватой, в отмене, чуть ли не в теракте. Это, конечно, очень забавный пункт и очень бредовый, потому что я нигде не видел ни одного обвинения Тейлор Свифт в том, что она отменила концерты. Все говорят, что это было разумное, взрослое решение, да, которое понесло свои последствия, да, люди остались без концерта, но люди были в безопасности, и это самое главное. Обвинять ее в этом глупо. И никто этим не занимается. Конечно, возможно, вы найдете каких-то супер глупых людей, но я тут все-таки хочу говорить о людях, которым присущи хоть какие-то мыслительные процессы. А, конечно же, существуют те, и с одной стороны, и с другой, кому, не дано, бывает так. Поэтому данный момент кажется абсолютно смешным, очень нелогичным и по-простому глупым. Также четвертый пункт, один из самых популярных тоже, который используют ее защитники, который вызывает во мне уже такую злость, потому что я устал это слышать, это то, что Тейлор Свифт ничего не может говорить из-за расследования, Тейлор Свифт связана с контртерроризмом, она работает с властями, ей затыкают рот, и вообще ей ничего нельзя. И это, наверное, самый большой бред, который я слышал в своей жизни, потому что, во-первых, он легко разбивается тем, что происходит со стороны другой. Организаторов концерта, полиции Австрии, потому что, да, может быть, я вам сейчас открою тайну, но с этим делом, конкретно как расследованием, Тейлор Свифт не связана вообще. Тейлор Свифт — лицо, которое должно было проводить концерт. Она не организатор данного концерта. Она не площадка, которая несет ответственность за то, что происходило или могло произойти на ее территории. В данном расследовании существуют подозреваемые и сторона расследования, где это происходило. Это происходило в стране под названием Австрия, в городе Вена, на конкретной площадке с конкретными людьми. Нам известно, что террористы были наняты на работу, что ставят и вводят в расследование людей, которые работают на стадионе, которые отвечают за безопасность. Да, они сейчас под расследованием. Под расследованием может быть площадка, под расследованием могут быть HR, нанимающие людей, под расследованием может быть что угодно связанное со страной, но не Тейлор Свифт, потому что Тейлор Свифт — артист, который просто приезжает, выступает и уезжает, у нее есть просто договор на использование площадки. Также мы спокойно видим в любом большом медиа, что полиция Австрии, организаторы концерта, площадка, все дают огромное количество комментариев в прессе. Мы знаем, что происходит с первого же дня. На вторые сутки мы уже знали, как должен был произойти этот теракт. Нас освещают о ходе расследования. Мы уже знаем, что концерты в Австрии окончательно отменены, а не перенесены. И знаем мы это все со стороны австрийской стороны, потому что сторона Тейлор Свифт просто ничего не сказала, хотя могла, руки у нее не связаны. Пятый пункт, которым тоже часто апеллируют, это то, что она абсолютно разбита, она в тревоге, она в панике, она не хочет вспоминать травмирующий опыт. Хорошо, возможно, это правда. Мы сейчас не можем этого утверждать, потому что мы не знаем. Мы можем судить только потому, что мы видим своими глазами, что вообще происходит. Конечно, возможно, это очень стрессовая ситуация. Конечно, Тейлор Свифт могла перепугаться. Конечно, страшно, потому что она как популярное лицо, которое на афише несет ответственность за то, что происходит, не какую-то, знаете, документальную, но моральную, конечно же. Но давайте не забывать о том, что несмотря на то, что есть человек Тейлор Свифт, который присущи эмоции, который может чувствовать все, что она пожелает, что она хочет и что она может, Тейлор Свифт — это огромный бренд, который нанимает сотни человек. Тейлор Свифт — это бренд, на который работают лучшие пиарщики в шоу-бизнесе, лучшие, у которой лучшие адвокаты, у которой вообще лучшая команда, которая 24/7 готова поддержать ее в любом решении, сделать для нее что угодно, в работу которой
которых не входит переживать, бояться, плакать, там, не знаю, разбиваться или переживать из-за чего-то, а работа которых делать то, чтобы бренд Тейлор Свифт работал. И она может быть сколько угодно разбита, но ничего не мешало попросить ее команду сделать банальную отписку. Потому что, опять же, давайте перейдем к тому, чего вообще стоило бы сделать одной простой фразы, из-за которой ни этого бы ролика, ни вообще целого дискурса просто не существовало бы. Чего хотели люди? Люди хотели того, чтобы Тейлор Свифт обратилась к своим поклонникам в Вене. Это 200 тысяч человек, это огромное количество людей, которые расстроены, разбиты, боятся. Чтобы она к ним обратилась и сказала самые простые слова на этой планете из разряда: «Мне очень жаль, что мы не смогли увидеться. Я надеюсь, что я смогу вернуться в Вену как можно скорее. Будьте в безопасности. Люблю вас сильно. Тейлор Свифт». Этих слов вовремя от Тейлор Свифт, написанные, да даже не ей, конечно, у нее есть команда, которая подтвердит любое слово, этого было бы абсолютно достаточно, и никаких вопросов бы не возникло. Достаточно было, чтобы Тейлор Свифт, как артист, на которого поклоняются люди, которые просто смотрят ей в рот и боготворят ее, чтобы они услышали пару слов поддержки. И это никак не связано с тем, что она там может быть разбита или переживает, или вообще она в депрессии. Это связано с банальным воспитанием и тем, что человек может написать пару слов, потому что когда происходит что-то плохое, мы, как существа социальные, мы хотим выразить соболезнования. И очень часто, так как мы живем в социальных сетях, в мире социальных сетей, мы это хотим написать в виде комментария, в виде какого-то, знаете, поставить чему-то лайк или там, не знаю, эмоцию разбитого сердечка. Это реакция, которая нормальна в нашем обществе, которую хочется выразить, чтобы показать, что тебе не все равно. В данной ситуации полное молчание со стороны Тейлор Свифт показывает лишь то, что ей абсолютно все равно. И также к теме того, что она разбита, что ей страшно, буквально за 2 дня до концертов на стадионе Уэмбли в Лондоне, который является закрывающей веткой в Европе, Тейлор Свифт устроила ужин/вечеринку для всей команды Eras Tour в Лондоне. Она вызвала папарацци, это были непростые снимки, это были абсолютно заказные папарацци с Backgrid. Я думаю, вы прекрасно знаете, что это значит. Это компания, которая по звоночку приезжают и делают фотографии, когда надо, кому надо и где надо. И для нее это было абсолютно нормально выйти к папарацци, устроить некий вид тусовки. Я понимаю, может быть, они там не веселились и не танцевали, но хорошо проводили время, и, не выглядело все так, как человек, который сидит в депрессии и вообще боится всего. Соответственно, апеллировать в том, что у нее разбито сердце, ей страшно, она разбита, у нее тревожность, можно, конечно, но это точно так же, как утверждать, что, не знаю, Тейлор Свифт сейчас там в пьяном угаре танцует у меня на балконе. Это примерно вот тот же уровень подтверждения, который мы можем найти. 6-й пункт, который я тоже слышал и который вызывает у меня смех, это то, что она боится провоцировать террористов своей реакцией. Возвращаю к прошлому пункту и о том, что в целом от нее хотелось бы услышать. Повторяю, никому не нужно услышать, чтобы она что-то сказала про теракт, чтобы она там, не знаю, объявила войну ИГИЛ, чтобы она раскрыла дело, написала имена подозреваемых или вообще хоть как-то взаимодействовала с темой терроризма. Что хотелось от нее услышать, это то, что ей просто по-человечески жаль, что она не встретилась с 200 тысячами поклонников на концерте, которые уже приехали и ждали ее там. Все, этого было достаточно. Это никак бы не связывало бы ее с терроризмом. Ее цель была выбрана не из-за имени Тейлор Свифт, а просто из-за того, что это очень крупный ивент. И ее молчание точно так же можно подвязать к тейку о том, что это может спровоцировать, потому что когда человек игнорирует, это ведь провоцирует агрессора. И я даже между делом стал вспоминать какие-то последние большие отмены концертов. Я вспомнил 2, я хочу их вам привести в пример. Первое — это Renaissance Tour Beyoncé, где отменился концерт в городе, по-моему, Питтсбург или Шарлотт. Я тут напишу точно, потому что сейчас из головы не помню. Там концерт отменился из-за проблем с продакшеном, что в переводе на человеческий язык означает, что плохо продавались билеты. Но суть в том, что концерт отменился из-за вот этих всех вопросов за несколько месяцев до того, как Бейонсе приехала, собственно, с туром в Америку. Соответственно, у людей было куча времени изменить свои планы, подумать, что они хотят сделать, вернуть деньги за билеты и в целом продолжить свою жизнь. И Бейонсе никак не комментировала эту ситуацию. И в этой ситуации можно понять, почему. Потому что это была отмена по каким-то личным причинам, по низким продажам билетов, допустим, что, скорее всего, правда, за большое количество времени, что не связано с каким-то, знаете, с
страшным или травмирующим событием. Тут можно ли понять, почему Бейонсе ничего не сказала? Можно. Но также я вспомнил вторую ситуацию, которая намного ближе к тому, о чем мы говорим сегодня. Это Гарри Стайлз и Love on Tour, если я не ошибаюсь, в 2022 году, концерт в городе Копенгаген. Когда люди уже собрались в зале, до концерта оставалось буквально час или полтора, и в торговом центре, который находится рядом с Royal Arena в Копенгагене, тоже произошел террористический акт, была стрельба, было убито несколько человек. Причем конкретно к арене это не относилось, стрелок был довольно быстро найден и ликвидирован. Я был на Royal Arena в Копенгагене, и в целом, несмотря на то, что этот торговый центр находится близко к арене, действительно, то есть их видно с одной стороны и с другой стороны, но они находятся там условно в 500 метрах друг от друга, их разделяет между собой железнодорожная полоса, но концерт был отменен из-за угроз. Тоже можно понять, почему, адекватное решение, и при этом Гарри Стайлз — это человек и артист, который строит свой брендинг на том, что он публично не сидит в социальных сетях. И я вот прямо сейчас вспомнил и пытался найти, что вообще происходит, и реагировал ли Гарри Стайлз на эту отмену, и писал ли он что-либо на эту тему, учитывая, что это артист, который, ну, как бы не сидит в соцсетях. И я тут же нашел его твит, который был написан, если я не ошибаюсь, буквально на следующее же утро, о том, что ему очень жаль, что концерт отменился, он соболезнует жертвам этой трагедии, это вообще все очень страшно, он очень любит Стокгольм, и что он очень сильно всех любит и желает всех безопасности. И класс! Человек вошел в ситуацию, почувствовал эмпатию к своим поклонникам, написал короткий текст, и к нему нет никаких вопросов. Могло ли это как-то спровоцировать террористов? Да нет, человек просто выразил сочувствие того, что отменился концерт, что что-то произошло. Это нормальная реакция, и на нее все равно террористам, скорее всего. Поэтому этот нарратив о провокации тоже кажется, выдуманным. И последняя тема, которую я часто слышу, это то, что от ее слов ничего не изменится, что вы от нее что-то требуете вообще, что пристали к бедняжке Тейлор, самой бедной, самой несчастной, как любят говорить поклонники, которая, давайте честно, далеко не самая бедная, далеко не самая несчастная. Ее безопасности в этой ситуации не угрожало ничего. Ничего. Теракт должен был случиться даже не на концерте, а перед ним, с поклонниками, которые ждали очереди на вход в стадион. Тейлор Свифт, которая охраняется как, президент небольшой страны, явно была в безопасности. И да, это страшно с моральной точки зрения, что могло что-то случиться с ее поклонниками, но конкретно ее безопасности ничего не угрожало. Так что хочется сказать, что о том, что от ее слов ничего не изменилось бы. Изменилось бы то, что чувствовали поклонники, которые оказались в Вене без концертов, в страхе, разбитым сердцем, потраченными деньгами и эмоциями. И чтобы не быть в этом плане голословным, я хочу отдать голос людям, с которыми я поговорил. Это те, кого данная ситуация коснулась непосредственно. Потому что, в первую очередь, давайте не забывать, что во всей ситуации о Вене мы говорим не о том, что чувствуют поклонники, не знаю, в Великобритании, в Америке, в Австралии, да где угодно. Тут даже не первостепенно то, что чувствует Тейлор Свифт, хотя тоже важно. То есть я не хочу как-то, знаете, умалять того, что у нее есть чувства, что она может переживать, нет. Но даже ее эмоции, чувства тут не главное. Потому что главное тут те, кого это коснулось в первую очередь. Люди, которые приехали на концерт Тейлор Свифт. Я поговорил с 5 из них. 2 из них это мои друзья и знакомые. 3 я просто нашел, это мои подписчики в шоу-бизе, и мне просто хотелось спросить их мнение, что они считают и какие вообще эмоции они испытывают. Каждым из них у меня было 5 одинаковых вопросов, которые я вам сейчас озвучу и включу их голосовые. Первый вопрос был такой: как долго ты планировал или планировала свою поездку на Eras Tour? Второй вопрос: где тебя застали новости об отмене шоу? Третий вопрос: важны ли для тебя какие-то слова поддержки от Тейлор Свифт? Четвертый вопрос: как ты относишься к тому, что она и ее команда за неделю не прокомментировали ситуацию в Вене и вообще никак, сделав вид, что этих шоу не было? И пятый вопрос: задел ли тебя выпуск новых версий альбома The Torches Post Department для чартовой гонки на следующий день после отмены шоу на фоне тотального молчания со стороны артиста? Потому что, опять же, я не упомянул, но это случилось. На следующий день после теракта при полном молчании ее команда спокойно выпускает новые версии альбома, которые были там уже 16 и 17 версиями, на секундочку, для чартовой гонки против Канье Уэста, и им ничего не мешало спокойно
спокойно запостить это в сторис, выставить на сайте, всем было нормально. И также после концерта в Лондоне вчера она выпустила еще 2 новые версии альбома, то есть все работает как часы, всем все нормально, незаметны переживания. Вот такие у меня были вопросы к ребятам, давайте послушаем, что они хотели рассказать. Свою поездку на Eras Tour я планировала довольно давно. С самого момента анонса европейской ветки я думала о том, куда бы я могла купить билет, получить визу, чтобы я потянула финансовую и так далее. Плюсом ко всему, это была моя первая самостоятельная серьезная поездка в жизни, так что это как будто бы добавляло гемора и волнения. Так что да, это было очень долго и для меня довольно сложно. Об отмене концерта я узнала в номере отеля. В тот момент у меня случилась просто дичайшая истерика из-за того, что весь мой пройденный путь был зазря. Хотя в моменте у меня не было абсолютно никакой злости на Тейлор или на ее команду. Я понимала, что отмена концерта — это более чем разумное решение, что это необходимость. Так что да, по этому поводу у меня никаких претензий к ним нет, они молодцы. Но для меня, как для фаната, безусловно, любые слова поддержки, вообще какие-либо слова об отмене, элементарное «мне жаль» от Тейлор, ну, это было очень важно. Как минимум знать, что ей не пофиг. Не пофиг на огромное количество людей, которые пришли на ее шоу. И в тот момент я думала, что ну не сегодня, так завтра она что-нибудь скажет. Не она скажет, так ее команда скажет, но прошел день, два, три, и полный игнор, как будто бы ничего и не было. Прошла неделя, прошло шоу в Лондоне, опять ничего. И, ну, я охуела, если честно. Ну, я могла предполагать все, что угодно, но не такое, и это очень обидно, это очень неприятно, что в такой ситуации ни я, ни огромное количество человек не получили хотя бы элементарного «мне жаль». Новые версии альбома — это было первое, что мы получили после отмены 3 концертов. И в моменте это, конечно, были непередаваемые ощущения. Понимать, что ей было абсолютно пофиг на такое огромное количество фанатов в Вене, но не пофиг на очередную чартовую гонку и ее какое-то лидерство. Ну, неприятненько. Добавлю легкий контекст к финалу этого голосового, потому что конкретно в момент того, как она записывала это голосовое сообщение, Тейлор Свифт после концерта в Лондоне выпустила еще 2 дополнительные версии альбома The Tortoise Poet Department, и это был ответ на это. Вот я как раз хотела финальное голосовое про новые версии записать. Всё, пошла нахуй. Всем привет! Свою поездку я планирую очень больше года. Когда была анонсирована европейская ветка тура, это должен был быть моим первым концертом, поэтому ожидание было особенным. И уже ближе к самой поездке я был в сильном предвкушении, ведь все мои друзья уже сходили на Eras Tour, остался я, и казалось бы, что может пойти не так. Буквально за минут 20 до своего автобуса в Вену я увидел новость, что задержали 2 подозреваемых. Я подумал, что все будет хорошо, так как их задержали. Но как только я зашел в автобус и сел на свое место, я увидел информацию об отмене концерта. Конечно, был у меня шок и паника, я не знал, что делать. Всю дорогу я не мог просто поверить в это, поэтому слова поддержки от Тейлор были важны для меня, и, к сожалению, их не было. То, что она молчит уже неделю, это полное неуважение к фанатам, как по мне. Люди потратили столько усилий и денег, чтобы увидеть ее, а она и ее команда просто проигнорировали ситуацию. И хотелось бы верить, что она, ну, что это не просто так, и она выскажется рано или поздно про Вену, но спустя неделю это уже может показаться лишним. И все, что мы пока получили, это новая версия альбома. И если 8 августа мне было, в принципе, все равно на это, просто показалось странным, что пока десятки тысяч людей, фанатов ходят днем и ночью и устраивают мини-концерты и ждут какого-то сообщения от Тейлор, то новые версии после концерта в Лондоне, ну, они меня конкретно прям взбесили. Это максимальная наглость, и я не знаю, что происходит с Тейлор и ее командой, но это полный провал, и мне очень обидно, что такое происходит. Всем привет, меня зовут Настя. Это Ксюша. И Настя.
3 девочки, которые не попали на концерт в Вене первую ночь. Мы планировали поездку даже больше года назад, как только вышли первые даты в Америке, когда уже объявили о продаже в Европе, у нас получилось как раз купить именно в Вене, то есть только туда мы и планировали. И вся наша поездка была выстроена вокруг данного концерта. Да, что касается новостей об отмене, они застали нас в аэропорту, когда мы должны были из Венеции лететь в Вену, соответственно. Вот. Проходили досмотр багажа, и нам прилетели... Сообщения от друзей. Приятные новости. Да, приятные новости. Конечно же, у всех была истерика. Нас просматривали багаж, мы были все в слезах, соплях. Но было очень неловко, неудобно и грустно. Насчет слов Тейлор, потому что он до сих пор ничего не сказала, или важны ли они для нас. Если честно, нам было важно это первые 2 дня. Мы ждали, мы каждый час проверяли, сказала ли она хоть что-то, или кто-то из ее команды, или хотя бы официальный фанатский аккаунт Тейлор. Нам было важно услышать что-то, но из-за того, что она ничего не сказала, было ощущение, словно нас забыли, мы заброшены, вообще она улетела назад к себе домой, потом устроила вечеринку. Как будто концертов наших и не должно было быть. Да. Ну, это, в принципе, уже касается 4-го вопроса. Просто нас это, задевает, да. Нас это очень задевает, и, честно, слушать какие-то, не знаю, новости положительные о ней не хочется. Насчет выпуска новых версий альбома. Как сюр. Это был сюр. Когда мы увидели, что на следующий день она выпустила какие-то лайв-версии краски сюрприз песен, у нас была истерика, мы смеялись, мы плакали, потому что, не знаю, это так некрасиво с ее стороны, даже просто нет слов описать наши эмоции. Будто бы какая-то насмешка на самом деле. Чтобы все забыли. То есть как будто бы эти версии нужны были, чтобы забыть о неудаче в Вене. Но мы не забыли, мы здесь. Да, просто большое непонимание, мы в шоке и, не знаем, как себя чувствовать даже на самом деле. Вот. Спасибо всем за внимание. Ждем концерт. Все еще в Европе. И мне кажется, это говорит громче любых слов, которые мог бы сказать я или сделать какие-то выводы, потому что мы послушали действительно тех, кого это коснулось непосредственно. Это поклонники Тейлор Свифт, которые потратили деньги и время. То есть это не просто какие-то люди, которых, знаете, я нашел там хейтеры или там вот те, кто ее ненавидит. Это ее поклонники. И это люди, у которых действительно начало меняться мнение насчет Тейлор Свифт из-за ее действий. Точнее, бездействия. Лично я, подводя итог, хочу сказать как минимум об огромном пиар-провале со стороны команды Тейлор Свифт и, конечно же, самой Тейлор Свифт, которая является лицом всего этого, начальником и брендом. В их антикризисной тактике они выбрали полное молчание в надежде на то, что данная ситуация просто забудется и имя Тейлор Свифт никак не будет связано со словами терроризм или какая-то опасность на концертах, потому что это может быть бренд-damaging, скажем так. Понятно, что они ждут, что новость забудется, что она рано или поздно будет перекрыта другими новостями или же какими-то анонсами от самой Тейлор Свифт. Но уже сейчас, в данный момент, это повлияло точно на сотни, а может быть даже на тысячи слушателей, поклонников Тейлор Свифт, которые начали открывать глаза и как будто под новым углом трезво смотреть на своего кумира. Потому что да, некоторые люди выбирают слепую веру, и с ними особо даже не о чем беседовать. Это как завести разговор с монахиней об атеизме. Но если вы взрослый человек, который способен рационально и логически мыслить, то вы прекрасно понимаете, что критиковать человека за плохие поступки – это нормально. Даже если этот человек является вашим кумиром, и невозможно возносить человека на пьедестал, и прощать ему все и защищать его абсолютно от всего, потому что в этот момент вы становитесь слепыми обожателями. И конкретно в этой ситуации лично я считаю, что тот самый плохой поступок со стороны Тейлор Свифт — это ее мнение или самомнение о том, что ей можно себе позволить абсолютно все. Даже полное игнорирование сотен тысяч поклонников. Потому что ей все простят, и она сейчас на данный момент это прекрасно понимает. Но, почти цитируя виновницу этого видео, «Karma is a bitch», и если в данный момент глаза открылись у пары тысяч, допустим, человек, что для нее буквально капля в море, абсолютно ничего, это не значит, что рано или поздно это не вспомнят ей, и это не накопится огромным снежным комом. Ведь даже сейчас я видел десятки сообщений, даже не от англоязычных, а тут в нашей, собственно, степи русскоговорящих поклонников о том, что они стали немного по-другому смотреть на то, что происходило в целом с Тейлор Свифт как артистом и брендом в последние несколько лет, насколько сильно она изменилась, потому что им стало намного понятнее и заметнее, что все, чем она занималась в последнее время, это, по сути, бесцеремонно доила деньги с поклонников десятками версий альбомов, разными версиями, как она стала продавать мерч
ужасного качества. Я трогал своими руками, ребята, это ужасное качество за огромные суммы. Как она играет и местами манипулирует чартами. Да, по правилам, но это все равно игра и манипуляция за счет своих поклонников. Как она блокирует вершины неугодным, просто потому что она может себе это позволить. Я уже даже молчу о всей ситуации с перезаписями Тейлор Свифт, про который я высказывался в шоу-бизе, но про который я даже когда-то хотел выпустить ролик, и, по-моему, выпустил, но решил убрать, потому что мне не понравилось, как я объяснил свою точку зрения, потому что сейчас я не буду лезть в эту тему. Возможно, если вы хотите, я могу когда-нибудь рассказать подробно, почему вся ситуация с перезаписями Тейлор Свифт — это один большой скам, в который поверили поклонники, и который, по сути, дали Тейлор Свифт почувствовать себя безгранично вседозволенной, потому что... Но я сейчас скажу такую, знаете, маленькую затравочку на эту тему, потому что, возможно, кто-то просто об этом не задумывался, но... Скажем так, Тейлор Свифт получала одинаковое количество денег до того, как ее материал был оригинально продан, и после того, как ее оригинальный материал был продан. Да, сейчас она до сих пор получает авторские отчисления от всех своих песен ровно в том же объеме, в котором она получала, когда была подписана на Big Machine Records. И когда под этим углом на тебя начинают смотреть твои же поклонники, люди, которые годами инвестировали себя лично в тебя, это начинает складывать некий новый образ Тейлор, который может разбить розовые очки фанатов. Мне с этой стороны смотреть на все это было намного проще. Я никогда не являлся фанатом Тейлор Свифт. Вы знаете, мне нравится ее некоторая музыка, я очень хвалю ее талант, но я всегда смотрел на нее более-менее трезво, я видел ее как бренд, как бизнес, на котором она зарабатывает огромные деньги и не боится использовать ради этого любые методы даже манипулирования своих же поклонников, которые настолько преданы своему кумиру, что готовы не замечать всего этого. Но когда поклонники, которые связаны с ней чем-то большим, например, те, кто ведут о ней фан-страницы, пример, вот я проводил Motown Beat, также мои личные друзья, которые ведут некоторые довольно известные аккаунты, посвященные Тейлор Свифт, которых я не буду упоминать, потому что я не спрашивал их разрешения, пишут о том, что они разочарованы в ней, как в человеке, и теперь без прикрас видят то, насколько ей все равно. Это сильно, согласитесь. Потому что данная ситуация — это не та, где можно сидеться в нейтралитете. Как, собственно, самой Тейлор, которая выбрала ничего не делать, так и людям, которые имеют на это какое-то мнение, или те, кто слепо в нее верит, с которыми невозможно вести диалог. Я понимаю, что есть такие люди, они, возможно, придут под этот ролик, напишут мне много ласковых, но, опять же, если вы вдруг сейчас это смотрите и уже готовы писать мне что-нибудь из разряда «такой ты хейтер», не воспринимаешь Тейлор как человека, она тебе что, обезьянка, и защищать ее еще 100 способами, просто пересмотрите этот ролик еще раз, а если вы не поняли, то просто выключите его, потому что, к сожалению, вы просто не способны понять логику обычного человека. Так случилось. Вы, возможно, сильно преданы Тейлор Свифт, или вы сильно верующий человек в нее, который просто не может воспринимать ничего другого или чужую точку зрения. В данном случае нам с вами не о чем общаться, это разговор со стеной и в никуда, давайте просто не тратить время друг друга. При этом я хочу опять же отметить, что критика человека за его поступки не равно хейт, не равно травля. Я тут обсуждаю ситуацию с разных сторон, и мне кажется, что это очень интересная ситуация и логично, потому что когда такой огромный артист, потому что, конечно же, это для кого-то может быть мелочная ситуация, но так как Тейлор Свифт самый популярный, самый главный артист планеты на данный момент, я считаю, что из таких крупиц складывается в целом история этого артиста. Есть очень известная цитата, которую я хочу, знаете, немножко кринжом, но использовать в данном ролике, потому что она потрясающе сюда подходит. Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. И Тейлор Свифт продолжает исследовать берега вседозволенности, и несмотря на то, что до сих пор у нее это получается абсолютно успешно, рано или поздно она упадет в воду. И смотреть на то и анализировать то, как вода подбирается на данный момент просто к ее ногам и никак ей не угрожает, это интересно. Спасибо, что послушали мои мысли. Я не буду делать каких-то дополнительных выводов и пытаться навязать их вам, потому что я считаю, что я хочу поставить, во-первых,
точку, наверное, в данной ситуации со своей стороны. Я сделал для себя личные выводы, я донес до вас свою точку зрения. Я надеюсь, что вы, если послушали данный ролик или читали меня последнюю неделю, сделали какие-то выводы для себя. Кто-то эти выводы не сделал и не сделает, потому что просто не способен к выводам. Это тоже, наверное, в какой-то степени нормально, пусть и досадно, но я считаю, что я сказал достаточно, и, наверное, по данной теме мне добавить нечего, только если, конечно, со стороны Тейлор не случатся какие-то подвижки, другие шаги, которые я просто уже буду сообщать в шоу-бизе. Я просто надеюсь, что вы не забудете, что такое происходило, что вы сделали для себя какие-то важные выноски из данной ситуации, о чем-то подумали и вообще по-другому посмотрели на то, как работает шоу-бизнес в целом. А у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. It's honestly the most amazing feeling knowing that there's this group of people that has my back and that they always show up. I try to figure out ways all the time to thank them for doing that for me because they just go out of their way nonstop to make my life really, really fun.